Сейчас вы услышите сообщение, это заставляет многих людей дрожать в благоговении. Это не фольклор, это не драма, это Бог, говоря знаками, которые вы больше не сможете игнорировать. То, что я собираюсь выпустить, это не просто послание, это дверь. А духовная дверь, что многие пересекли, и когда они это сделали, вся их судьба перевернулся. И я не преувеличиваю. Некоторые были на самом дне своей жизни, в тишине своих домов, с выключенным светом, со слезами на глазах, с висящей на волоске верой. И вот это случилось, сверхъестественный перенос, неожиданное благословение, освященный знак, что Бог не забыл их. Там была женщина, я помню, как ее голос дрогнул во время ее показаний. Она была на кухне, пол холодный, без электричества, без еды, ее аккаунт Pix пуст. Ее сердце было разбито, но она все же опустилась на колени и прошептала одно слово: «Помоги мне, Господи!» И прежде чем она успела подняться, на экране появилось уведомление, неожиданный перевод, ни имени, ни сообщения, просто номер, по которому она могла бы платить за аренду. Это неудача, это не совпадение. Это завет, и этот завет произносится ты прямо сейчас. Мне нужно, чтобы ты понял что-то глубоко духовное, глубоко секрет, и в то же время полностью доступный тем, кто верит, существует божественный узор. Это начинается, когда твои силы кончаются. Когда люди больше не могут тебе помочь, когда все двери кажутся закрытыми, появляется истинная дверь. И что через это есть Бог, когда Он движется, ничто не остается прежним. Но Он движется только тогда, когда твое сердце созвучно с Ним. Вера, с преданностью, с ожиданием. Вот почему вам нужно дослушать это послание до конца. Потому что где-то в этой молитве будет произнесен ключ, и если твое сердце это поймет, если твоя душа это поймет, твое чудо проявится. Но послушайте, это не для всех. Это не для любопытных или скептиков. Это для раненых, отчаянных, те, кто молился и ничего не видел, но продолжал молиться. Те, кто отдал последнее, а теперь чувствуют, что у них ничего не осталось. Если это про вас, то ты ближе, чем ты думаешь. Ты одна молитва на расстоянии от того самого, что откладывалось годами. Вы в одном «да» от своих гаурожей, твой наследование, твой прорыв. Позвольте мне ясно донести это до вашего духа. Небеса не молчат, ангелы не глухие, Бог не оставил тебя, тебя не забыли. И нет, это не конец. Это начало, принадлежащее неожиданная трансформация, но это начало имеет состояние. Останетесь ли вы? Доверитесь ли вы достаточно долго, чтобы услышать полную версию благословения? Потому что то, что я собираюсь открыть, то, что будет провозглашено в этой молитве, потревожит царство тьмы вокруг вашей жизни, цепи будут разорваны. Завалы растают, грядет пророческое выравнивание, и ваше имя в списке. Но только если вы останетесь. Только если вы будете слушать, сердце широко открыто. Это не просто сообщение, это духовная транзакция, и каждая секунда, которую вы остаетесь на связи, увеличивает частота веры вокруг вашего дома. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Чувствуете ли вы сейчас эту тяжесть в груди? Это волнение. Это не страх. Это пробуждение духа. Это твоя душа реагирует на зов царства. Это Бог шепчет: не уходи. Это твой момент. Да, это твой момент, не позволяй врагу отвлекать тебя. Не позволяй телефону отвлекать тебя. Потому что-то, что вы сейчас услышите, содержит в себе ключ, который может разблокировать богатство, то выздоровление, то восстановление, и избыток. Ты был рожден для этого. Оставайся. Смотри. Верь, потому что прежде чем это сообщение закончится, ваши показания могут стать следующими, которые я расскажу. Деньги приходят в момент начала молитвы, очень мгновение. Не через 5 минут. Не через час.
Но когда слова жизни и прорыва высвобождаются, что-то начинает меняться в невидимом мире, и многие видят это проявление немедленно. Вот почему я снова говорю вам: оставайтесь. Слушайте без сомнения, без рассеянности, но с полностью открытое сердце. Потому что сегодня может быть не просто очередной обычный день для вас. Сегодня может быть день, когда ваш аккаунт посетит сверхъестественное существо. Есть священная тайна, что окружает эту молитву. И это не эмоциональный ажиотаж. Это не заранее подготовленное представление. Это божественная транзакция, а духовный урожай которой уже назначен на ваше имя, ожидая освобождения, когда ваш вера встречает послушание. И часть этого послушания заключается в следующем: оставаться на связи, полностью присутствовать, и получение бывают моменты в жизни, когда Бог посылает окно, божественное вмешательство. Момент, когда небеса касаются земли, и когда наступит этот момент, вам останется только сказать: «Да, Господь, и я вступаю во владение». Сотни уже свидетельствовали, что, когда началась эта молитва, когда их рты открылись в знак согласия, и когда их руки были подняты вставаться, деньги пришли, переводы, которых не ожидали. Депозиты от клиентов, которые не отвечали неделями. Родственники, которые прислали помощь как гром среди ясного неба. Это не случайность. Это Бог. Это благословение, настигая верующего. И я спрашиваю вас сейчас: вы готовы к такому же чуду? Вы действительно готовы к избыток, чтобы найти вас? Видите ли, Бог не ограничен законами природы. Когда вера активируется, то сверхъестественная экономика небес начинает двигаться. Но для многих блокировка не в кошельке, это в сердце. Враг пытался похоронить вас под годами нужды, неудач и духовной усталости. Он нашептал, что Бог забыл тебя, что ваше время прошло, что ваш завет был нарушен. Но я здесь, чтобы уничтожить эту ложь правдой. Твой завет жив. И эта молитва – подтверждение. Послушай меня, это момент пророческого выравнивания. И я не хочу, чтобы ты был зрителем. Я хочу, чтобы ты был партнер. Так что, если вы чувствуете, что внутри вас что-то шевелится, если грудь сжимается, если душа трепещет, не заглушайте это. Это Бог стучится в твою дверь. Это твое божественное назначение с вашим наследством. Не прокручивайте. Не откладывайте. Не ждите следующего раза. Потому что правда в том, этот может быть это тот момент, которого небеса ждали, вы просто не знали об этом до сих пор. Итак, прямо сейчас, прежде чем мы пойдем дальше, я собираюсь попросить тебя сделать кое-что пророческий и сильный. Прямо сейчас нравится это, видя как публичный акт веры. Не для меня, не для цифр, а потому что вера без дел мертва. И в этот момент ваш вера в действии посылает сигнал небесам, алгоритму, вашей собственной душе, что вы готовы вступить во владение твоего чуда. Что ты есть верить, что вам не. Стыдно, что вы ожидая сверхъестественного вмешательства. И как только вы это сделаете, я хочу, чтобы вы прокомментировали ниже эти точные слова. Сегодня я овладеваю своим чудом. Напишите это смело. Напишите это как заявление. Напишите это с верой, даже если ваши руки дрожат. Потому что когда ваши слова совпадают с вашими вера, происходит нечто мощное. Ваш комментарий – это не просто предложение, он становится семьей. Это семя, политое молитвой и ожиданием, производит урожай. А теперь позвольте мне задать вам кое-что глубоко личное, и я хочу, чтобы вы поразмыслили. Бывало ли так, что вы были верны, но все равно испытывали недостаток? Вы когда-нибудь платили десятину, молились, постились и при этом чувствовали, что ситуация только ухудшается? Вы когда-нибудь спрашивали: «Боже, где ты в этом?» и получали только один ответ – тишина? Если да, то ты не одинок. Это тишина. Это пространство. Это задерживать.
Это не было отторжением, это было подготовкой. Иногда Бог позволяет вам пройти через голод, чтобы, когда урожай придет, ты никогда не забудешь, кто послал дождь. Иногда он ждет, пока все иссякнет отношения, ресурсы, репутация, прежде чем он посылает чудо, потому что только тогда ваше сердце будет достаточно смиренным, чтобы нести тяжесть благословения. Видите ли, вы здесь не случайно. Это видео не было просто рекомендацией, это божественное назначение. Вас привело сюда нечто большее, чем ваша логика. Вас привело сюда нечто священная сила, а небесная рука вытаскивает тебя из тени и в свет прорыва. И я должен вам это ясно сказать. Бог по-прежнему остается подателем, поскольку он все еще Иегова в гневе, он не ушел в отставку. Он не замолчал. Он все еще у власти и все еще посылает деньги, ресурсы и избыток его народу, но только тем, кто имеет право принять. А как вы сами себя позиционируете? Через вера, через признание. Оставаясь в этом священном месте до тех пор, пока полное благословение высвобождается. Это видео невидимой нитью связано с вашим будущим. И с каждой секундой, пока вы остаетесь на связи, сигнал становится сильнее. Но дело не только во времени, дело в поза. Открыто ли ваше сердце по-настоящему? Или вы все еще настороже? Вы все еще боитесь снова поверить? Потому что вы уже разочаровывались, не так ли? Вы открывали свое сердце раньше, и ничего не происходило. Вы отдавали раньше, и небеса казались закрытыми. А теперь часть вас настроена скептически. Но я говорю вам сегодня, Бог вот-вот заглушит твои сомнения. С доказательства до доказательства. Не только чувства, не только надежда, но реальные, ощутимые результаты. Реальные деньги, реальное движение, реальные свидетельства. Но только если вы решите остаться, участвовать, поверить снова. Позвольте мне прояснить, это не игра. Это духовная война и благословение твой под атакой. Враг знает, что вас ждет. Вот почему он пытается отвлечь вас, обескуражить, лишить веры. Он хочет, чтобы вы отвлеклись. Он хочет, чтобы вы пропустили это. Но вы этого не сделаете, потому что что-то внутри тебя поднимается, не так ли? Что-то пробуждается. Огонь. Жажда. Священное знание. Оно говорит тебе: не сдавайся. Продолжай смотреть. Продолжай слушать. Потому что твой час уже настал. А теперь позвольте мне спросить вас еще раз, и на этот раз ответьте честно. Верите ли вы, что ваша финансовая жизнь может измениться сегодня? Верите ли вы, что до того, как закончится эта молитва, на ваш счет может поступить неожиданный перевод? Вы верите, что деньги, которые были удержаны, то наследство, которое было заблокировано, то семя, которое еще не проросло, могут ли все они быть высвобождены в один божественный момент благодати? Если вы в это верите, скажите это. Комментарий ниже, не молчи. Не будь пассивным. Небеса отвечают на веру, а не на молчание. Провозгласите свою веру прямо сейчас. Сегодня я овладеваю своим чудом, и после того, как вы оставите комментарий, раскройте свое сердце шире, чем когда-либо прежде. Потому что то, что вас ждет дальше, это не просто история, это пророческое свидетельство, которое содержит в себе очень ключевые скали. Ваше чудо имеет закономерность. Оно начинается со слова. Оно открывается молитвой. И оно проявляется, когда вы сердце, ваши уста и ваша вера совпадают. Это выравнивание начинается прямо сейчас. Господи, я сейчас здесь. Мои глаза все еще мокрые от бессонной ночи. Моя грудь до сих пор горит от безмольных рыданий в подушку, потому что я не могла плакать вслух, только не снова. Не после всего, что я потеряла.
Мое сердце устало, устал от попыток, устал от неудач, устал от веры без результата. И все же, что-то во мне подтолкнуло меня сюда. Что-то сильнее логики, глубже мотивации. Молчаливый голос внутри, шепча: «Не сдавайся пока». И я послушал. Я пришла, потому что я в отчаянии. Потому что я достиг своего предела. Потому что если Бог не явится, я не выживу. И, возможно, это касается и вас. Позвольте мне задать вам вопрос, и я хочу, чтобы вы ответили на него своими душами. Как долго вы притворяетесь, что все в порядке? Как давно вы улыбаетесь на публике и падаете духом дома? Как давно вы говорили другим: «Бог даст», пока ложусь спать с тревогой, которая душит ваше дыхание, размышляя, останется ли у вас завтра что-нибудь поесть, чем заплатить, что-нибудь приберечь? Как долго вы живете в этом месте, невидимые страдания, где снаружи все выглядит нормально, но внутри все плохо, поле битвы? Вы пробовали. Вы дали. Вы поверили. Ты сеял семена в слезах, произносил стихи вслух, давал обещания перед зеркалом. И все же деньги не пришли. Телефон не звонил. Помощь так и не пришла. И благословение, в котором вы были уверены, так и не появилось. Скажите, заставляла ли вас когда-нибудь ваша вера чувствовать себя глупо? Вы когда-нибудь ходили по дому, заявляя: «Иегова в гневе», с пустым холодильником и растущей стопкой неоплаченных счетов? Вы когда-нибудь молились за своих детей, сдерживая слезы, потому что не имели ни малейшего представления о том, как вы будете обеспечивать их завтра? Вы когда-нибудь поддерживали других, тихо спрашивая Бога: «Когда это будет мой повернуть?» Есть раны, которые ты носишь, которого никто не видит. Воспоминания о нарушенных обещаниях. Невыполненные контракты. Работодатели, которые уволили вас без предупреждения. Родственники, которые отвернулись от вас. Ты был рядом, когда им нужна была помощь. Ты помогал, когда у тебя самого почти ничего не было. А сейчас их больше нет. Ты один. Но боль осталась. Не пустота осталась. Могу ли я пойти глубже? Вы когда-нибудь пристально смотрели на свой банковский счет, не просто проверяли баланс, а следили за ним, надеясь, что он изменится, обновляли его, как будто он мог волшебным образом показать другую цифру? Вам когда-нибудь приходилось выбирать между оплатой счета и покупкой еды? Вы когда-нибудь заходили в магазин и притворился, что ходит по магазинам, просто чтобы чувствовать себя нормально, прекрасно понимая, что вы не можете себе позволить ничего из того, что есть в вашей корзине? Это не бедность. Это духовное удушение. Это состояние, когда враг атакует не только ваши финансы, он атакует ваши надеяться, твою личность, твою веру в то, что Бог все еще помнит тебя. Позвольте мне задать вам вопрос, который никто не осмеливается произнести вслух. Вы когда-нибудь чувствовали, что Бог прошел мимо вас? Как Он благословил других? Он вспомнил о вашем соседе. Он помог влиятельному человеку в интернете. Он приумножил чей-то бизнес. Но вас пропустили. Тебя оставили позади. Тебя забыли. Но вот правда, которая развеивает тьму, тебя никогда не забывали. Вас готовили. Потому что пока ты ломался, пока ты тонул в сомнениях, пока твой дух шептал молитвы, которые твой разум больше не мог сформировать, Бог слушал. И не просто слушал. Он упорядочивал, выравнивал, готовит что-то священное и сверхъестественное, специально для твой сезон, твоя боль, твой урожай. Но сначала ему нужно было провести тебя через долину, чтобы вы могли узнать вершину горы. Ему нужно было позволить падение дождя,
чтобы вы оценили солнечный свет, когда он наконец пришел. Ему нужно было позволить твои карманы пусты, чтобы, когда он снова наполнит их, вы знали, это был не человек. Это был Бог. Скажи мне, что ты потерял, что заставило тебя усомниться в том, кто ты? Какое обещание вы похоронили, потому что ожидание его исполнения стало слишком мучительным? Какая часть вас умерла, пока вы пытались выжить? Потому что сейчас Бог воскрешает то, что, как вы думали, утрачено навсегда. Он не человек, чтобы лгать. Он не для того привел тебя так далеко, чтобы бросить в этой яме. Он не позволил двери закрыться, потому что ты был недостоин. Он позволил ей закрыться, потому что комната, в которую она вела, была ниже твоего призвания. Позвольте мне спросить вас со всей честностью, готовы ли вы перестать выживать и начать получать? Потому что режим выживания сделал тебя жестким. Он сделал тебя озлобленным. Он сделал тебя осторожным. Ты больше не молишься смелыми молитвами. Ты больше не ждешь изобилия. Ты больше не мечтать. Назавет все еще жив. Необещание все еще актуально. И наследование все еще ждет. Бога не пугают ваши долги. Его не пугает твоя сломленность. На самом деле, Он ждал именно этого момента, когда вы придете к Нему точку пустой, чтобы Он мог наполнить тебя полностью. Вот почему вы здесь. Вот почему вы не смогли пролистать дальше. Вот почему, даже если ты чувствуешь себя слабым, даже если твое сердце устало, ты все еще слушаешь. Потому что в глубине души ты знаешь, это не конец. Это переход. Позволь мне спросить тебя, Дитя Божье, как бы выглядела ваша жизнь, если бы чудо произошло сегодня? Что бы изменилось, если бы ваш счет, ваши шкафы, ваша душа снова были бы заполнены не просто достаточным количеством, а переполняющее изобилие? Что бы вы дали? Что бы вы перестроили? Кем бы вы стали, если бы стыд исчез и урожай наконец-то был выпущен? В Библии в Псалме 125:5 говорится: «Сиявшие со слезами будут пожинать с радостью». Ты посеял. Ох, как ты посеял! Вы сеяли любовь, время, усилия, послушание, даже когда ваши руки дрожали. Теперь приближается ваша жатва. Но это приходит после разрыва, после прессинга, после вопросов, которые заставили вас чувствовать себя забытым. Видишь ли, даже сам Иисус спросил Отца: «Почему ты оставил меня?» И все же, 3 дня спустя воскресение пришло. Грядет ваше воскресение. Твой благословение уже в пути. Твой чудо уже движется в вашем направлении. Но сначала Богу нужно, чтобы ваше сердце было готово. И теперь это так. Поэтому позвольте мне попросить вас об одном, прежде чем мы продолжим. Прямо сейчас, со всей честностью, болью и верой внутри тебя, признавайтесь в комментариях: «Боже, я устал, но я все еще верю. Я все еще верю, что Ты можешь меня благословить». Потому что ваше признание активизирует ваш завет. И завет – твой ключ, который отпирает дверь к вашему наследованию. Вы прошли через долину. Ты выплакала свои слезы. Вы прошли сквозь огонь. Теперь пусть дождь изобилий падения на вашу жизнь. Остаться со мной. Потому что следующая часть не о боли, а о «повернись». Что будет дальше, так это начало вашей трансформации и высвобождение богатства, которое была припасена для вас. И начинается одним актом веры. И даже пока не увидел, даже без уведомления на экране. Хотя цифры в счете не изменились, что-то в атмосфере имеет. Странный мир начинает входить в комнату. Медленно. Осторожно.
Тихо. Почти как тихий ветерок, проникающий сквозь щели давно закрытого окна. Он не кричит. Он не принуждает. Он успокаивает. Он знает, где ему и место. И он начинает занимать место Тоска. Это вытесняет страх. Давление в груди ослабевает. Буря в голове утихает. И шепот Бога начинает подниматься. Ответ уже в пути. Благословение не откладывается, оно выравнивается. Дверь уже открывается изнутри. Потому что правда такова: прорыв не начинается с банковского перевода. Все начинается не с клиента, чека или телефонного звонка. Это начинается в дух. Прежде чем Бог пошлет чудо вокруг тебя, Он отпускает его внутри тебя. И вот это происходит. Не первая дверь открывается не снаружи вашего дома, а внутри вашего сердца. Но теперь мы достигаем перекрестка «Моральная дилемма». Не о том, может ли Бог благословить вас, это уже установлено. Настоящий вопрос таков: что вы будете делать, когда придет благословение? Вернетесь ли вы к тем же моделям поведения, которые привели к нужде? Будете ли вы воспринимать чудо как временное облегчение, или же вы увидите в нем нечто большее, священное приглашение к образу жизни Нового Завета? Потому что вот привилегированные знания Дух высвобождается сейчас, немногие знают об этом, и еще меньше тех, кто живет этим. Дверь к богатству – это не просто дверь денег, это дверь послушания. Речь идет не только о том, что вы получать, речь идет о том, кем вы становитесь. Речь идет о той версии тебя, которая Бог готовит, версия, которая может справиться не только с благословением, но и ответственность изобилия. Многие жаждут финансового чуда. Но мало кто готов отказаться от привычки. Бедности. Немногие готовы противостоять идолам, которые тихо росли в сезоны дефицита, гордыня, контроль, жадность, желание контролировать каждый результат, нежелание отдыхать, убежденность в том, что если я не исправлю, никто не исправит. Это те самые установки, которые блокируют поток небес. Но сейчас что-то святое меняется. Потому что вы не просто надеетесь на чудо, вы готовы к жизни полной чудес. Вы не просто просите денег, вас приглашают в управление на уровне царства. И это требует трансформации. Позвольте мне сказать вам то, что мало кто осмелится сказать. Есть люди, которые получают деньги и все равно живут в нужде. Есть люди, которые получают повышение, перевод, благословение и все равно чувствуют себя сломленными. Потому что они так и не исцелили корень. Они так и не вступили в истинный завет. Они относились к урожаю как к временный побег, несвященное задание. Но не ты. Потому что Бог призывает тебя к чему-то выше. Это не просто финансовое исцеление. Это восстановление личности. Это тот момент, когда ты перестаешь жить как раб и начинаешь ходить как наследник. Здесь вы перестаете спрашивать, благословит ли Он меня, и начать заявлять: «Я уже избран для благословения». Ты не был рожден для выживания, ты был рожден для избыток. Ты не был создан для попрошайничества, ты был предназначен для наследования. Но каждой дверь судьбы поставляется с ключ к решению. И вот ваш ключ на сегодня. Отпустите ли вы то, кем вы были, чтобы обрести то, кем вам суждено быть? Откажетесь ли вы от страха, контроля, усталости от необходимости делать все самостоятельно? И просто скажите: «Боже, я доверяю Тебе сейчас». Не только в благословении, но и в пути. Потому что то, что Бог хочет высвободить в вашу жизнь, это не просто одноразовый дар, это вечный поток. Это своего рода благословение,
который никогда не иссякает. Вид урожай, который умножается по мере того, как вы идете. Вид богатства, которое следует за вами, настигает вас, проникает в ваших детей, ваш дом, ваше наследие. Но только преобразованное сердце может нести такую славу. Вот почему сегодняшний день ощущается по-другому. Потому что вы не просто смотрите видео, вы стоите на священной земле. Бог не просто удовлетворяет ваши нужды, а не изменение вашей идентичности. Он шепчет тебе: ты не нищий, ты не забыт, ты не неудачник, ты мой избранник. И дверь открывается не только на сегодня, но и для тебя, к вечности. В этом моменте есть что-то святое, не спешите его проходить. Прямо сейчас атмосфера вокруг вас меняется. Возможно, ваш разум все еще помнит боль. Возможно, ваш кошелек все еще пуст. Но ваш дух знает истину: я уже не на том месте. Вот что такое настоящая трансформация. Сначала тихо, незаметно, как новый восход солнца после долгой бури. Но затем он растет и растет, пока все залито светом. Страх начинает отступать. Воспоминания теряют свою остроту. И вы начинаете идти сначала медленно, потом смело в обетованное земли вашего наследства. Но помните следующее: этот мир, что ты чувствуешь, это не эмоция. Это доказательство. Это подтверждение того, что чудо уже посылается. Бог не дает мира там, где нет благословения. Он дает мир как первый знак, первый вкус, который буря заканчивается и грядет дождь благодати. Итак, спросите себя: а что, если задержка была не наказанием, а защитой? Что, если бы Бог ждал именно эту версию тебя, ту, которая была сломлена, очищена, опустошена и теперь готова быть наполненной силой? Что, если прошлые неудачи были лишь тренировочной площадкой для богатства, которым вы собираетесь управлять? А что если вся твоя жизнь была подготовкой к этому единственному моменту божественного выравнивания, когда небеса говорят: сейчас высвободи благословение? Потому что в этот момент, сейчас, твое послушание сегодня открывает путь к смене поколений. Твой вера сейчас – это сеяние вечных семян. И твоя «да» – ваше полное, отданное «я отдаю тебе все, Господь, да» – это ключ. Старая жизнь закончилась. Сезон тишины закончился. Вы больше не надеетесь на объедки. Вы готовитесь к переполнению. Не дверь судьбы распахивается. И вы, возлюбленные, готовы пройти через это. Это только начало. А теперь оставайся со мной. Потому что в следующий момент мы будем говорить на самом деле слово небес над вашей жизнью. Мы собираемся молиться с силой и отпустить завет, который перенесет вас в сезон изобилия, исцеление, восстановление и божественное преображение. Чудо близко. Дух готов. И твое наследство вот-вот будет передано в ваши руки. Дышите глубоко, потому что ветер меняется. И дверь уже открыта. Сейчас самое время. Не позже. Не завтра. Никогда станет легче. Никогда долг исчезнет, или начальник позвонит, или когда боль утихнет, .сейчас, Бог здесь. Бог близко. И твой час настал. Я хочу, чтобы ты сказал это вместе со мной от всей глубины своего сердца. Господи, теперь коснись моего банковского счета. Коснись моего CPF. Очисти мое имя. Заставь удержанные деньги появиться. Заставь сделать перевод, которого никто не ожидал.
Господи, теперь разорви этот цикл дефицита, который повторяется из поколения в поколение. Это не поэзия. Это сила. Это не мечта. Это духовное наследие, проявляясь в реальном времени. Когда ваша вера достигает температуры небес, чудеса больше не задерживаются. Прямо сейчас божественное повеление высвобождается в ваши финансы, в ваше тело, в ваши отношения и в каждую закрытую дверь, которая насмехалась над вашей молитвой. Бог говорит через тебя. Он говорит: достаточно. Хватит унижений. Хватит видеть, как другие процветают, пока ты сеешь в слезах. Хватит быть последним в очереди. Это не просто очередное видео. Это взрыв веры, и сила которой переписывает вашу судьбовой жизни каждого верующего. Наступает момент, когда благословение больше не может сдерживаться. Когда урожай то, что было отложено тьмой, наследственным рабством, духовным невежеством, прорывается наружу. Это тот самый момент. Ваш избыток не приостановлено. Оно высвобождается. Сейчас. В этот момент отказа от веры, в этом священном заявлении Бог активирует завет вы несете. Настало время пророчествовать о вашем деньге не со страхом, а с огонь. Скажите это авторитетно: я больше никогда не буду просить милостыню. Я больше никогда не буду зависеть от милости человека. Я избран. Я охвачен заветом Авраама. Наследство мое. Дверь открыта. Ключ в моей руке. Вы не бедны. Вы не застряли. Вы не опоздали. Секрет всегда было так. Дело было не в твоей зарплате, а в твоем семени. Твой благословение не ограничен вашей работой, кредитным рейтингом или обстоятельствами. Он зажигается вашим вера. И сегодня твоя вера горит. Если бы вы могли видеть, что происходит в духовное царство прямо сейчас, вы бы упали на колени. Ангелы отправляются на помощь. Скрытые наследства раскрываются. Забытые заявления рассматриваются. Отложенное правосудие возвращается. Банковские системы реорганизуются. Имена очищаются, долги списываются. Дефицит разрушается, сверхъестественное богатство небес касается вашей жизни. В этот момент вы не должны молчать. Я хочу, чтобы вы оставили комментарий ниже, не как зритель, а как участник, пророк своего дома. Укажите в комментариях: «Боже, я получаю этот взрыв веры и силы. Я разрываю каждый цикл нужды. Я возвращаю себе богатство. Я провозглашаю изобилие в своей жизни. Я готов к чуду». Не недооценивайте силу своего общественная вера. Когда вы пишете, вы заявляете право. Когда вы комментируете, вы сеете семя в атмосфере. Каждое написанное тобой предложение словно молот, разбивающий цепи. Каждое слово — сигнал небесам: «Я верю. Я готов. Я не оставлю это видео без своего чуда». Ваше будущее не в руках вашего прошлого. Ваша судьба не заперта в долгах. Наследование не зависит от мнения ваших родственников или баланса вашего счета. Вы — ребенок-король, и король сказал: «Вы ни в чем не будете нуждаться». Есть причина, по которой вы все еще смотрите. Есть причина, по которой ваше сердце бьется. Есть причина, по которой это сообщение дошло до вас сегодня. Потому что это ваша точная точка поворота. Есть разворот. Это происходит не в следующем году, не через 10 дней, а сейчас. Прямо здесь, где вы сейчас. Бог, Он не отдаленный наблюдатель. Он — настоящий Отец, неустанный поставщик, божественный воин, и прямо сейчас Он сражается в вашей битве. Возвысьте свой голос и провозгласите:
я отвергаю ложь о том, что я всегда буду бороться. Я отменяю каждое словесное проклятие, произнесенное по поводу моих финансов. Я получаю божественную милость в неожиданных местах. Я приветствую богатство, мудрость и сверхъестественное благополучие. Послушайте меня. Есть деньги, которые были удержаны, и они возвращаются. Небесные переводы вот-вот обрушатся на вашу жизнь. Система дефицит разрушена. Стена нищеты рушится. Ты не нищий. Ты не забыт. Ты сосуд обетования. Носитель завет. Преемник избыток. Некоторые из вас никогда раньше этого не слышали, но услышьте это сейчас и запомните. Бог не хочет, чтобы ты был разорен. Он хочет, чтобы ты был благословлен, чтобы ты мог благословлять других. Он хочет, чтобы твоя чаша переполнилась. Он хочет, чтобы твой дом стал маек обеспечения. Он хочет, чтобы ваши дети никогда не познали вкуса позора. Он хочет, чтобы ваше имя ассоциировалось в показания, а не трагедии. Но чтобы получить это божественное богатство, вы должны верьте смело. Не с робкой надеждой, а с взрывной верой. Не с усердными молитвами, а с опасными заявлениями. Такими, которые заставляют отдрожать, и небеса ответят. Поэтому я снова спрашиваю вас, вы написали свой веро в комментариях. Вы уже посадили свою фразу в почву этого священного момента. Если нет, сделайте это сейчас. Не ждите. Не медлите. Выскажите свою трансформацию. Пусть это видео станет вашим алтарем. Пусть этот раздел комментариев станет вашим завет. Когда ты это пишешь, Бог это заметит. Когда ты это говоришь, небеса откликнутся на это. Когда ты веришь в это, избыток найдут тебя. Повторите еще раз: «Господи, коснись моего банковского счета. Коснись моего CPF. Заставь удержанные деньги появиться. Сделай так, чтобы появился перевод, которого никто не ожидал. Разорви порочный круг дефицита. Верни мне мое наследство». Это твой боевой клич. Твой священный крик. Твой момент чуда, не упустите это из виду, как ключ в твоих руках. Дверь разблокирован. Урожай благословения созрело. И оно ждет, когда ты достаточно поверишь, чтобы принять его. Напиши это сейчас. И увидишь, что сделает Бог. Оставьте комментарий под вашим заявлением о вере. Это момент вашего завета. Я не могу так жить. Считать монеты. Затаив дыхание, когда месяц подходит к концу. Наблюдать, как счета растут, а моя надежда тает. Я не могу просыпаться каждое утро, боясь проверить банковский счет, боясь открыть электронную почту, боясь ответить на звонок. Я не могу ждать, пока кто-то меня спасет. Пока лимит по карте обнулится. Пока зарплата уменьшится. Пока перевод так и не придет. Бог, мне нужно новое начало. Не отсрочка. Не временное облегчение. Настоящий и вечный прорыв. Сегодня, Господь, и я возношу свое сердце к Тебе и говорю: достаточно. Хватит выживать, когда Ты обещали сбыток. Хватит умолять, когда Ты позвал меня наследование. Хватит скитаться, когда Ты приготовил урожай. Я молюсь сейчас, чтобы этот дефицит, который так долго пытался убедить меня, что я не способен, что меня забыли, что я неудачник, теперь может стать тем самым топливом моего взрыва. Что слезы, которые я выплакала в тишине, теперь станут реки провизии, каналы благословения и основа новой истории, написанной в вера, написанный в силе дух, запечатанный кровью завет я не заслужил, но был избран, чтобы получить. И если вы слышите это прямо сейчас, то ты тоже выбираются.
Не из-за того, что ты сделал, а из-за того, кто Багон – искупитель забытых, восстановитель сломанного, умножитель малого. И когда ты чувствуешь, что у тебя не осталось ничего, кроме боли, он дышит .цель в него и называет Егосимя. Я хочу, чтобы вы оглянулись на свою жизнь не для того, чтобы почувствовать сожаление, а чтобы увидеть доказательство милости. Каждый раз, когда ты должен был погибнуть, ты этого не делал. Каждый раз, когда ты думал, что это конец, он не был. Даже в те месяцы, когда в холодильнике не было еды, а в глазах не было света, ты каким-то образом выживал. И если Бог сохранил тебе жизнь так долго, это потому, что твой рожай еще не собраны. Пусть ваш следующий вдох будет легче. Пусть ваша молитва теперь наполнится не только тоской, но и уверенностью. Твой чудо уже началось. Что-то уже изменилось. И хотя вы, возможно, пока не видите всего, цепи в духовное царство сломаны. Стена между вами и вашими сбытокрушится. Тишина, которая раньше преследовала вас, теперь сменяется голособещание: «Я не забыл тебя. Я не оставлю тебя. Я не отпущу тебя, не увидев моей славы». Произнесите это вместе со мной, прямо сейчас, где бы вы ни находились. Я не жертва нужды. Я не пленница долгов. Я не дитя страха. Я наследница божественного богатства. Я сосуд сверхъестественного благословения. Я нахожусь под заветом изобилия. Я свободна. Эта свобода не только финансовая. Она духовная, эмоциональная, ментальная. Это освобождение, это трогает самую глубину твоего существа, ту, которую никто не видит. Ночи, когда ты сдерживала слезы, чтобы дети не услышали. Времена, когда ты вела себя сильно на людях, но плакала в тайне. Молитвы, которые ты молила, но так и не сорвались с твоих губ, а лишь застонали в твоем сердце. Бог, он услышал их все. И он ответил: «Теперь я хочу ввести вас в молитву преобразования». Это не повторение слов. Это ваше соглашение с небесами. Говорите это с убеждением. Если вам нужно плакать, плачьте. Если вам нужно встать на колени, встаньте на колени. Если ваше сердце трепещет, пусть трепещет, потому что это момент вашего рождения в новую жизнь. Отец, во имя Иисуса я отказываюсь от этой прежней жизни ожидания и беспокойства. Я отдаю тебе свою тревогу, свои сроки, свои долги, свои страхи. Я отдаю тебе свою сломанную уверенность, свое поврежденное достоинство, свои молчаливые разочарования. И я принимаю теперь истину твоего слова, что я не проклят, но призван, что я не забыт, но облагодетельствован, что я не отстаю, но готов к божественному ускорению. И я провозглашаю над своей жизнью обещание твоего провидения. И я открываю свое сердце чуду. И я провозглашаю, что то, что было скрыто, теперь высвобождается. И я верю, что семена, посеянные мной в печали, будут пожаты в радости. Я больше не живу в ожидании, я живу судьбой. Я иду к своему новому началу. Не завтра, не в следующем году. Сейчас. Сделай глубокий вдох. Ты уже не тот, кем был в начале этого видео. Что-то случилось. Цикл нарушен, страх рассеялся. Будущее изменилось. И хотя мир за окном может выглядеть прежним, внутри твоего духа произошел сдвиг. Священная перезагрузка. Божественная перекалибровка. Бог коснулась вашей реальности. Я знаю это, потому что видел это своими глазами. Я видел, как он восстанавливал людей, погребенных в долгах, горе, позоре,
и поднимал их как свидетельство изобилия. Я видел, как он отменял счета за больничные услуги, возвращал арестованные зарплаты, отменял судебные решения и превращал дефицит в избыток. Он не просто Бог Библии, Он Бог прямо сейчас, и Он не просто Бог для других, Он Бог для ты. Это ваше новое начало. Больше никаких просыпаний в страхе перед концом месяца. Больше никакого стыда, когда приходит срок платить за аренду. Больше никаких наблюдений за жизнью других, пока ты просто выживаешь. Ты благословен. Ты поднимаешься. Ты избранный сосуд процветания. Теперь ходите по-другому. Говори по-другому. Думайте по-другому. Перестаньте говорить как человек, которому чего-то не хватает. Начните заявлять о том, что уже ваше. Когда спросят, как дела, смело говорите: «Я хожу в обещание». Урожай мой. Я в периоде восстановления. Каждая дверь, которая была заперта, теперь дверь возможностей. Каждая задержка была лишь настраивать, каждое отрицание было просто способом Бога сохранить тебя для Его совершенное положение. Вы не отстаете от графика, вы соответствуете божественная временная шкала. Ты не забыт, ты благоприятствование. Ты не бедный, ты получатель священного наследства. Не за вету же было написано, обещатью же было сказано, благословение уже выпущен. Вам осталось только в нем походить. И поэтому я говорю: встаньте. Больше не нужно ограничиваться выживанием. Больше не застреваю в циклах. Больше не нужно извиняться за свое видение. Ты свободен. Ты целостен. Ты богат обещаниями, целями, средствами. Пусть ваш банковский счет отражает щедрость небес. Пусть ваше сердце переполняйтесь покоем. Пусть ваш дом быть наполненным смехом, провизией и отдыхом. Пусть ваш разум быть обновлены с ясностью и стратегией. И пусть ваши руки преуспевать во всем, что они делают. Не Бог Авраама, то Бог Исаака, то Бог Иакова, Он твой Бог. И Он объявил тебе новое начало. Твое наследование безопасно. Ваш урожай готов, ключ в твоих руках. Осталось только шагнуть в него, в вере, в радости и в полном ожидании. И если это сообщение тронуло вас, и если это твой момент, я хочу, чтобы ты сделал что-то святое. Комментарий ниже и напишите это заявление вместе со мной. Цикл разорван. Прорыв произошел. Это мое новое начало. Напишите это не как зритель, а как человек, который это сделал. Получил это. Кто-то, кто уже хождение в изобилии. Тот, кто вкусил свободу и никогда не вернется в рабство. Это больше, чем просто предложение. Это ваш баннер, твой флаг, твое показание. Да будет известно, твое чудо не наступит, твое чудо уже началось. А теперь слушайте внимательно, потому что этот момент не просто конец молитвы, это начало новой истории, это начало главы в вашей жизни, которая будет отмечена сверхъестественное, к избыток, чудеса, и по преобразованию настолько очевидно, что даже те, кто когда-то сомневался в тебе, не будут иметь другого выбора, кроме как сказать: воистину, рука Бога на них. Я заявляю со всеми вера во мне, что эта молитва, это видео, эта священная встреча были не просто еще одно сообщение. Нет, это был переломный момент. Момент, который отделяет ваше прошлое от вашего будущего. Момент, когда старый цикл дефицита, страха и ожидания похоронен навсегда. И то, что поднимается на его место, это ваше наследование. Твой благословение. Твой судьба. Ваше новое начало, как дитя божественного завет. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас написали это в комментариях от всего сердца. Сегодня я овладеваю своим чудом. Не просто думай. Не просто шепчи, напиши это.
Объявите об этом публично. Заявите об этом как о праве собственности. Закрепите эту встречу своими словами. Вера, почему? Потому что, когда вы это заявляете, вы закрепляете это в своем дух. Когда вы это высказываете, вы создаете духовный контракт с небесами. И когда вы это напишете, другие увидят, и ваше показание начнет работать и в чьей-то еще жизни. Вы смотрите это не случайно. Небеса организовали это божественная встреча. Возможно, вы пришли сюда опустошенными, сломленными или даже полными сомнений. Но вы уходите с власти, с ясностью и глубоким знанием вышегодух, что что-то изменилось. Что небеса услышали тебя. Что окна изобилия открываются, и дождь провизии уже падает. С этого момента вы будете ходить во власти. Больше не нужно поддаваться страху. Больше не нужно сжиматься под давлением финансовых бурь. Вы находитесь под благословением Эль-Шаддая, Бога, который более чем достаточно. Бога умножения. Бога, который призывает вещи, которые не являются, как будто они уже были. Бог, который открывает двери, никто не может закрыть, и кто помещает ключ богатства и возможностей в руках тех, кто осмеливается верить. И ты, ты, осмелился поверить. Ты остался до конца. Ты открыл свой сердце, вы отбросили свои тревоги. И теперь вас отличает новая личность, сосуд милости. Носитель изобилия. Избранный наследник сверхъестественного наследия. Так что же теперь произойдет? Ты не возвращаешься к обычной жизни. Нет. Ты идешь вперед с обновленный разум, с глазами, которые видят возможность, с руками, готовыми получать, и дух, который отказывается соглашаться на меньшее, чем то, что обещал Бог. Ты молишься, как тот, кто владеет урожаем, вы говорите, как человек, который держит ключ. Вы живете как человек, который знает благословение, уши активен, уже движется, уже здесь. И да, ты делиться это послание. Потому что миру нужно больше, чем просто мотивация. Ему нужно откровение. Это нужно Слово Божье. Это нужны истории, веры которые превращают невозможное в свидетельство. Так что, если это видео что-то в вас пробудило что-то, сломало что-то или раскрыло что-то глубоко внутри вас, помогите распространить это видео к чуду. Поделитесь этим с тем, кто отчаянно нуждается в прорыве. Будьте божественная связь в чужой истории. Пусть то, что тронуло вашу жизнь, перейдет и в их жизнь. А теперь послушай меня. То, что ты здесь получил, это только начало. Урожай огромен. Наследование бат. И это только первый плод. Вот почему вы должны подписаться на этот канал прямо сейчас. Потому что то, что Бог начал в вас сегодня, Он продолжит. Он будет взращивать. Он завершит. И в следующем сообщении Он поведет вас еще глубже, еще выше, еще дальше в тайны изобилия секреты процветания, которые сокрыты в Его Слове. Вы не одиноки в этом. Это растущая семья Квера из прорыв людей, выходящих из духовного Египта в землю, где течет молоко и мед. И мы идем вместе, молимся вместе, провозглашаем вместе, стоим вместе, пока каждое обещание не станет реальностью. Поэтому, прежде чем вы уйдете, я прошу вас, нет, я приглашаю вас со священной неотложностью, комментарий ниже, сегодня я овладеваю своим чудом. Подпишитесь сейчас не просто к каналу, а к путешествию. Путешествие преображения, обновления, ежедневных шагов к божественному услуга. Поставьте лайк этому видео, если что-то внутри тебя изменилось. Если твой вера росли. Если бы вы почувствовали, что что-то сломалось в духовном мире. Эти щелчки, эти действия, эти реакции не просто алгоритмичны,
они пророческие. Они отмечают момент. Они поднимают флаг вашего нового начала. Пусть ваш голос будет услышан в комментариях. Пусть ваш голос будет услышан, молитва эхо разнесется за пределы экрана. И пусть ваш показание начните сегодня. Вы дочитали это сообщение до конца, но это не конец вашей истории. Это твой генезис. Ваш переход через Иордан. Ваш первый шаг в землю обетованную. Ваш выход из тени долга в свет божественного богатства. С сегодняшнего дня вы будете сеять с уверенностью и пожинать с радостью. Вы будете молитесь без страха и жить без недостатка. Ты не будешь гоняться за провизией, обеспечение будет преследовать вас. Потому что о вас не забыли. Ты благоприятствование. Ты бесплатно. Ты готовый. И увидимся в следующем эпизоде, где мы подробнее расскажем, как поддерживать ваше чудо, как защитить свой урожай и как приумножить его избыток. Бог освободил тебя в твоей жизни. До тех пор. Будьте тверды. Не сдавайтесь. Дайте обещания. И никогда не забывайте заявлять вслух и письменно: «Сегодня я овладеваю своим чудом».